Это краткий пересказ фильма «Цветение пора». Поставь, пожалуйста, лайк и подпишись на мой канал. Погнали! В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, Стиг, 15-летний парень, который учится в 3 классе школы в Мальме, переехав с семьей в этот район из Стокгольма за 2 года до этого. Он дружен со своим старшим братом Сиги, боксером, который вскоре должен отправиться на фронт. Однажды во время урока Стиг попадает в беду за передачу записок, и учительница Виола просит его остаться. Она требует показать ей записку, в которой до мельчайших подробностей раскрывается невежество мальчика в вопросах их любовных утех. В качестве наказания Виола заставляет Стига вымыть доску и избавиться от мух в классе. Стиг испытывает влечение к замужней Виоле и притворяется, что интересуется ее коллекцией словарей в качестве предлога, чтобы задержаться чуть дольше. Виола отвечает Стигу взаимностью, и вскоре у них завязывается роман. Однажды Стиг и муж Виолы, Кьел, случайно оказались в доме Виолы, и Стиг был замечен Кьелом прежде, чем ему удалось сбежать. Кьел – торговец, он не сердится на Стига и, похоже, ни в чем не подозревает мальчика, принимая его за воспитанника своей жены. После Кьел и Стига начинают легко общаться из-за классической музыки, которую отец Стига давно не ценит. Тем временем соседка-одноклассница Стига, Лизбет, испытывает к нему симпатию и пытается выучить стокгольмский диалект по радио, чтобы привлечь его внимание. Сиге посылает Стигу письмо с борта подводной лодки Ульвен, написанное особым шрифтом, между 2 братьями и сестрами. Однажды Кьел застает Стига разгуливающим по дому в халате, и Стиг вынужден признаться ему во всем. Выясняется, что Кьел все это время знал об их интрижке, но ничего не мог с этим поделать. Кьел признается, что его проблемы в браке с Виолой связаны с его собственной неверностью вскоре после их свадьбы, и с тех пор их отношения не улучшались. Позже дружба Кьела с Стигом продолжается, но его алкоголизм становится все более очевидным для парня, и он начинает сомневаться в своих отношениях с Виолой. После семейной вечеринки Лизбет приводит Стига в свою спальню и предлагает ему свою невинность. Стиг взволнован, и Лизбет уходит, обиженная его незаинтересованностью. Позже он пытается загладить свою вину перед Лизбет и пробирается в раздевалку для девушек в школе, спрятавшись в стенке хранилища. Изнутри ему удается привлечь ее внимание, и Лизбет с радостью забирается к нему, чтобы тайно завершить свои чувства. Позже Стиг слышит по радио тревожное сообщение о взрыве на подлодной лодке. Он с тревогой проверяет письмо от Сиги, которое подтверждает, что он был на борту той же подводной лодки. Опустошенный Стиг сначала держит новость при себе, но его мать догадывается, что на самом деле случилось. После Лизбет находится в местном кинотеатре, где Стиг работает концессионером. Разыскивая Стига, она застает его занимающимся любовью с Виолой в кладовке. Лизбет испытывает отвращение и отвергает извинения Стига. После Стиг приходит к Виоле домой, намереваясь порвать с ней отношения, но она выпивает и находится в расстроенных чувствах после того, как ее застала Лизбет. Виола отказывается разговаривать с ним, и парень в итоге уступает ей. Однажды после уроков Виола говорит Стигу, что решила завалить его, потому что он не сдал экзамен. Стиг знает, что истинная причина – это их отношения и его желание положить им конец. Он угрожает рассказать о них властям, но Виола возражает, что никто не поверит его рассказу. В последний день школьных занятий директор школы сообщает Стигу, что он действительно будет повторять свою оценку. Стиг идет за оценочным журналом Виолы из ее класса, но обнаружит, что все страницы с его записями вырваны. В этот же момент в школе, где приходит последний день занятий, подъезжает самолет и сбрасывает топливо на территорию школы, в результате чего некоторые ученики получают травмы. После Стиг вместе с родителями посещает похороны своего брата и его соотечественников. По дороге домой мать Стига, не знающая о романе сына с Виолой, выражает сожаление, что не написала записки в школу, чтобы оправдать плохие оценки и посещаемость Стига. Она считает, что его успеваемость в школе снизилась из-за работы в кинотеатре допоздна и напряженной службы Стига в армии. Она начинает подозревать, что в школьных неудачах Стига было что-то еще, но Стиг останавливает ее и говорит, что когда-нибудь, когда он подрастет, он расскажет ей всю историю. После Стиг приходит к Кьелу и умоляет его помочь ему очистить свое имя и академическую репутацию, но Кьел остается пассивным и бездейственным. Во время церемонии, когда Виола раздает школьные рапорты ученикам, Стиг врывается и подходит к ней, обличает ее, показывая свои прелести и не принимая рапорт. Этот фильм заканчивается тем, что Стиг выходит из школы, унося с собой в чемодане все словари, которые он украл со стола Виолы. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите свои мысли в комментарии, что вы скажете. Также посмотрите эти видео
И я желаю вам хорошего дня.